Тихон. Сергей, Краснодарский край, Калининский район, поселок Мирный, 25 лет. Ставропольский край, город Минводы. Роман. Сколько лет? 46. Как зовут? Юра, Сколько лет? 27. Как ты попал на универ? С колонии. Сколько сидели? 7. Сколько отсидели? 7. А сколько дали вам? 10. За что? Марихуана. Грабеж. За распространение, за кнаплю, 228 статья у нас. 8 лет дали. Сколько ты отсидел? 3 года. Вы тоже сидели? Да? За что? Грабеж. Сколько дали лет? Да. 4,2. А что грабили? Да там у человека забрал деньги. Зачем? Не было денег? Не, почему деньги были просто там по пьяной голове. Приехали военные, предложили вот контракт, подписали контракт, и все, там 25 ноября они приехали, и 15 декабря уже по аэропорту передали, там в 6 утра выйти на дежурной части с вещами собранными. Ну вот сегодняшним днем нас забрали, вот от меня забрали, с нашего лагеря 9 человек. Так в целом сейчас, когда нас приехало, 64 человека было, это вот нас. Угу. Соглашенных много подписало, немногие взяли почему-то. Многие что? Немногие поехали, взяли немногих почему-то там. А что, может, что-то выбирают? наверное, меняется что-то там, да. Ну, есть красные лагеря, есть черные лагеря. Это непонятный лагерь. Что такое красный, что такое черный? Ну, красный – это когда все работают, сотрудничают с администрацией. А у вас? А у нас непонятно вообще. Ну, вы работали? Да, я на промке работал. А черный лагерь это какой? Ну, это где не работают и идут против режима. У нас режимный лагерь, у нас там, все очень Хорошо, плохо. по понятиям ты в зоне кем был? Красный? Я в столовой работал. Как у вас относились к тем, кто подписывал контракт? Пока не знаю. Ну, как вы же слышали? Никто не возвращался еще вообще. Поэтому, чтобы кто как относились, подписал и подписал. По понятиям, я вам так хочу сказать, по лагерям у нас ходило то, что, не относиться к тем, кто едет на зону, кто едет на СВО. Я не знаю, там от воров, от каких-то это пошло. Те, кто едут на СВО, к ним относиться, нормально, к равным. А, в этом смысле? Да. Ну, так вы скажите, что как относится к этому черная масса, или как? Я бы вам тогда ответил. Сказали, что поехал и поехал. В смысле, им пофиг. Я в красном сидел. Да хотя там все шли и черные, и красные. Допустим, подписал контракт или что, пока там отношения не меняются, а потом уже никого не встречает никто. Вам какие-то деньги платили? Да, подъемные заплатили. Подъемные это сколько? 100 с чем-то тысяч, 190, по-моему. Там типа на бронежилеты, на то, на все это пишут. А, вы сами покупали бронежилет? Да. Выдавали там плохие очень. Я работал в столовой, зарплата МРОД с учетом там вычеты за воду, за питание, за отопление, за одежду, за все. Приходил, может, чистыми, если 37-8, вот так. Тут, когда я приехал, мне ничего не пришло. Хотя обещали подъемные деньги, 195 тысяч. И 2 месяца ты на войне был, да? И мне не пришло ничего. 195 тысяч подъемные. Короче. Заплатили, да? Это да. Там экипировку купить, что-то, короче. А вы сами покупали себе защиту? То есть вам не давали? Дали какую-то там. Давали даже, бесплит просто, чехлы. И все. Вы купили себе защиту? Да, я взял.
попали где, в Бердянск или в Мелитополь? Да, в Бердянске. Я не знаю, мы жили от Токмака, где-то там село какое-то, небольшое совсем. Я, честно, не знаю, как называется село. Нас нельзя было в город, там кому-то самому съездить там, или еще что-то. Просто как на цепи сидели. Под контролем ВПшников, что? Шаг лево, шаг право, расстрел, бля. Прям расстрел. Ну, образно говоря. Хотя там хрен его знает. Так слухи ходили, что вроде как и стреляли. А еда? Ну, сухпайки выдавали. Там невозможно его есть, он уже ужасный у вас. Ну, а что делать? Ну, до магазина же можно было ходить. Не, у нас там нет магазинов, там в поселке ни одного магазина. Если что надо, там, вот список пишите, короче, все, Кимбой там, пишем список, командиры собираются, короче, там, машины, прицепы, все, и едет. Едет там, покупают по спискам. Сигареты, да, сигареты привозили там, гуманитарку, нет, бывало. Потом, короче, перестали вообще перевозить. Когда вы вообще попали на войну? Ну, какой это месяц? В декабре 23-го года. И что вы делали вот сейчас до февраля? Нас тренировали. Ну, мы приехали на первый полигон. Мы были там 4 дня, но мы там ничего не делали. Нас там переодели, все. Потом приехали на другой полигон. Нас тренировали. Ну, проводили уроки медицины, тактической стрельбы. Саперы, ну, как разминировать, заминировать. Прицельная стрельба, ходьба по окопам, как заходить правильно в здание. Ну, поползали там. Вообще, если это называть обучение, то как бы я не считаю, что это обучение. Ну-ну, какое? Почему? Потому что до обеда беги, бери автомат, беги какой-нибудь 3 километра. Пробежал, пришел назад после обеда, ну, обед, а потом дрова собирай, печку топи и так далее. Ну, в общем, примерно каждый день вот такая петрушка. Сколько вас учили-то? 2 месяца. Вы готовы были стрелять? Не могу сказать честно. Я не буду врать, я не могу честно вам ответить. Я не знаю, как. Когда, может быть, вот так вот встретишь, моя жизнь, я не знаю, честно. А где сидели? Георгиевск. И что вам не сиделось? Почему вы на войну решили ехать? Ну, как решил? Я не решил. Сказали, кто проходил срочную службу. У вас добровольно забирают на войну. Ну, так говорят. А как на самом деле? На самом деле, либо кто срочную проходил, кто срочную не проходил, там с ними как-то чуть по-другому. Кто срочно проходил службу, желательно убывать. Ну, или, как это, 91-й, ну, короче, отказ. И что, если отказ? Ну, опять тюрьма. Сколько добавили бы? Я не знаю. Там запугивают по-разному. 10, 15. Надо провоевать год. Первые полгода вы штурмовик в любом случае. Вы едете в отпуск и возвращаетесь уже туда куда-нибудь, на зады. Ну, все, вы больше не штурмовик. А вы, ну, после первого штурма нам сказали, все, вы приезжаете, отдыхаете, просто вас отвезут, ну, помоют, ну, отдохнете, все. Это был твой первый штурм, да, получается? Первый штурм. штурм. И последний. И последний, больше. Точно не будешь больше? Нет, больше точно не буду. Но так как нас бросили там, умирать я, ну, даже ничего хорошего сказать не могу.
как они нас высадили, что они сделали. Ну, так нельзя. То есть это А просто... воевать ну, можно и приезжать в чужую страну. не хочу я уже ничего не воевать, ничего не хочу. Ну и гадом собачьим. Некоторые прям открыто говорили, что вы, короче, мясо, что вы никому, короче, не нужны. Вас будут бросать на мясо, где, короче, самое, ну, самый капец, короче. А некоторые просто там врали, да, нормально все будет, не переживайте, вы так, как и все. А куда раненый? Левая нога. Как ранили? Осколочная. Тогда во время операции? Не успел никто выстрелить. Ну, именно я говорю за наших солдат. За остальных я не могу ничего сказать. А вот за наш взвод у нас никто не успел даже ни одного выстрела сделать. Просто мы не знали, куда, что, как. Нам начали командиры бежим в посадку. Как только мы забежали в посадку, все, по нам начала крыть арта. Как нам сказали, это и ваша была, и наша арта. Там и птички висели. И ваша по вас работала? Ну, как нам сказали, то, что наша по нам тоже работала. Я не знаю. Я просто не могу сказать, с каких сторон было. У меня, я не разглядывал, честно. Честно. Я просто видел, как... Ну, прилетов было очень много. Почему лучше было поехать на войну, убивать, нежели сидеть? Да, я просто не понимал, да, всей серьезности, что там, как там на войне. Тем более, ну, говорили, что нормально все будет. Вас никто не будет так отправлять на мясо туда-сюда. Не знаю, что у меня было в голове. Это сюда я попал, когда доехал до места соприкосновения, тогда я понял вообще, где я нахожусь, и что я не то вообще, не о том думал, не то сделал, не то подписал вообще. Просто это не то, что мне надо было. Вы не женаты. Нет. А кто дома? Мама, сестра, младшая, племянница. Вообще мама, сестра знает, что вы на войне? Знает, сказали, дурачок. Зачем ты поехался? Когда сказали? Когда вы... Когда, как только сразу, как узнала, что я подписал, это все. Мама знает, что вы в плену? Сестра знает? Да, она меня неоднократно отговаривала. Отговаривала идти на войну? Да. Я 3 раза слушал ее, ну, на протяжении, когда приезжали. Я думал. Она меня отговаривала, я передумывал. И вот на последний раз, когда я уже контракт подписал, я поставил ее перед фактом, то, что я не могу отказаться. Если я откажусь, расторгну контракт, мне просто добавят срок, и все. Она сказала, ну, зачем ты это сделал, все. Да, она знает то, что я здесь нахожусь. Говорит, то, что, ну, переживает очень. За них мне памятнее всего. То, что я, находясь здесь сейчас, ну, представляю, сколько наставлю, сколько им придется пережить. Нервов, всего. А знаете, сколько украинские матери переживают? Я понимаю, я представляю вас честно. Я понимаю, каждая мать переживает за своего ребенка. Кто у вас дома в России? Бабушка, Только бабушка? да. А что с родителями? Ну, мама есть там, просто своими делами занимается, у нее семья своя. А бабушке сколько лет?
62. Вы сказали бабушке, что идете на войну? Ну, можно сказать, да. И что она? Ничего сказала, зачем? Ну, отговаривала меня долго. Бабушка знает, что вы в плену? Нет. Вот первый раз об этом задумался. У меня нет ни детей, ни семьи, ну, мать с сестрой, только и все. Честно, нужно найти жену себе, завести детей. Но в том плане, если вы имеете в виду воевать, не воевать, нет. Второй раз переживать такое. Если мне повезет, меня обменяют. Второй раз я переживать такое точно не хочу. Даже если посадят и опять предложат контракт? Пускай посадят. Я понимаю то, что на самом деле лучше бы я сидел, чем ехал сюда. Много кто не хочет воевать. Зачем идут? Не знаю, зачем идут, но много кому-то война не интересно. Мобилизованные, что же, там всякие разные люди есть. У кого-то срока большие, кто-то не хочет сидеть, кто-то уже домой хочет тоже. Там мать чуть ли не при смерти тоже там у кого-то. Хочет появиться дома, там навести порядки дома тоже хочет. Один сын, там мама, еще что-то. Много там. Причины тоже есть какие-то. А что у тебя татуировки означают на лице? Зачем ты их набил? Да просто понравилось, набил. А над бровью... А почему английской? Английский? Да. Не знаю, понравилось, я же говорю. Как ваш позывной? Волк. А почему волк? Фамилия Заяц. На зоне не спрашивали, почему на английском? Нет. Да там, не знаю, у половины зэков на английском все. Вот